Всем привет, меня зовут Сергей Нева, и вы на канале Не Ноль. Я строю Eclipse второго поколения, поставил в него твин-турбовый V6 мотор и сделал на нем полный привод. В прошлый раз я заморочился системой впуска на две турбины, резал интеркулеры, выбирали варианты. Кстати, кто еще не определился, зайдите в предыдущее видео, проголосуйте за вариант развития событий. Это отличный способ поучаствовать в развитии текущего проекта. Ну а пока разрезанные интеркулеры ждут своего часа, турбины также прохлаждаются, мне предстоит завершить систему охлаждения, сделать крепление для радиатора, переварить на нем впускные и выпускные выходы на патрубки, да и в общем-то и поставить сами патрубки. Ну вот не знаю, как вам, а мне, если нету синих силиконовых патрубков под капотом, значит машина не тюнячая. Ну вот хлебом меня не корми, но дай засунуть именно синие силиконовые патрубки. Так что так будет и в этот раз. Поставлю силиконовые синие патрубки и доделаю систему охлаждения. Но помимо нее надо будет еще сделать кондиционер. Да, реально в этой машине будет климат-контроль полноценный, и для этого придется воссоздать всю систему кондиционирования. Как минимум установить радиатор, проложить под нее все магистрали, ну и уже электрика дело следующее. Хотя сейчас вся электрика этой машины построена на праворульной косе, на праворульных косах от Legnum, того донора, который мы покупали в начале всего этого сериала, точнее этого сезона. И сегодня я хочу попытаться подключить часть леворульной косы для того, чтобы уже можно было уложить проводку. Для этого мне придется еще дальше разобрать салон, вытащить торпедо и поснимать все узлы от системы отопления, то есть печку, и радиаторы, кондиционер и все такое. Но это пригодится для обеих моих работ и по системе кондиционирования, и по системе, и по электрике этой машины. Ну и еще здесь не хватает усилителя переднего бампера, который тоже предстоит каким-то образом воссоздать, потому что оригинальные усилители я ставить не могу, он занимает слишком много места, и с моими заморочками с интеркулерами он просто сюда не войдет. Так что это еще одна работа, которую предстоит сделать здесь. Ну и, в общем-то, навести порядок под капотом. Я не первый раз говорю, что надо навести порядок под капотом, но в этот раз уже после порядка надо наводить опять порядок. Вот машина постояла несколько недель на улице, и уже все грязное, пыльное, что надо отмывать. Но мотор, как я говорил, перебирать будем после того, как машина будет вся собрана и поедет. Наверное, уже отъездит какое-то тестовое испытание. А сейчас все-таки внешний такой тюнинг-марафет я хочу навести. То есть привести в порядок клапанные крышки, покрасить, привести в порядок впускной коллектор. Ну, то есть все, что видимое, вот так, когда открываешь капот, чтобы было покрасивее, а не вот такая вот беда, как сейчас. Конечно, очень хорошо, когда есть готовый алюминиевый радиатор, и он подходит под тот мотор, который мы поставили. Но это происходит крайне редко. Обычно действовать приходится из того, что есть в наличии или в какой-то ближайшей доставке. И тут начинается поиск по каким-то аналогам, по различным размерам. И вот тогда я иду в каталог, смотрю аналоги, не оригинальные аналоги оригинального радиатора, для того, чтобы узнать размер. Опять-таки, перед глазами очень нечасто, к тому моменту, когда приходится заниматься радиатором, есть тот радиатор, который стоял на этой машине. Поэтому я смотрю размеры этого неоригинального радиатора, потом иду на какой-нибудь там тюнячий сайт китайских радиаторов, например, и выбираю по размерам подходящий мне радиатор. После этого смотрю, конечно же, на расположение резервуаров, нижние, верхние, боковые, то есть те, которые мне подходят, где расположена крышка радиатора, есть ли она вообще на этом радиаторе, где расположены какие-то выступы на этом радиаторе. Потом, конечно, толщина. Раньше я всегда брал радиаторы и старался брать радиаторы 50-миллиметровые. Сейчас, в особенности на тех машинах, где планируется установка кондиционера, я беру 26-миллиметровые радиаторы. Все дело в том, что 50-миллиметровый еще сэндвич из кондейного радиатора и интеркулера, эта вся система продувается крайне плохо, особенно вентиляторами.
26-миллиметровые, они занимают меньше места. Во многих случаях это очень критично, как в моем случае. Там каждый сантиметр на счету. Поэтому 26 миллиметров я вот сейчас беру для себя радиаторы. И еще немаловажным фактом является размер радиатора кондиционера. Учитывая то, что в большинстве случаев это связка взаимная, то есть либо радиатор кондиционера крепится к основному радиатору, либо он настолько близко стоит по своим параметрам, по размерам к основному, что приходится выбирать этот алюминиевый радиатор, исходя из размеров еще и радиатора кондиционера, чтобы все выходы и входы, все крепления потом возможно было установить и закрепить так, как было изначально сделано на заводе. Ну и, конечно же, чтобы весь сэндвич из всех радиаторов хорошо продувался, в идеале поставить диффузор. Все то пространство, куда воздух может уйти помимо радиаторов, его надо закрыть, чтобы воздух, влетающий в нишу в бампере, распределялся четко по радиатору, а не по всем остальным местам в этом бампере. И поэтому штатные диффузоры, конечно же, уже не подходят, но вот желательно примонстрировать туда что-нибудь тюнячее, но ограничивающее этот поток. Купили мы вот такой китайский радиатор от Subaru или для Subaru. Толщина его 26 миллиметров. Он очень хорошо подошел под габариты нашего Эклипса, но единственное место, которое упирается, это вот эта крышка, она самое верхнее место, и ее придется отрезать. Также в этом радиаторе входы и выходы 38 миллиметров, в нашей системе 35. Придется переварить, немножко изменить геометрию, верхний и нижний поставить под небольшим углом, вот как-то так, ну и соответственно тогда патрубки выйдут. Но это еще не все. Вместе с радиатором нам достался вот такой вот диффузор и китайские вентиляторы. Вот для того, чтобы работали эти вентиляторы, диффузор просто необходим. Но места у нас крайне мало. Диффузор очень кривой. Его, чтобы поставить только сюда, пришлось рассверлить отверстия посадочные. Тогда он хотя бы как-то сел. Но сел он опять криво. То есть самое важное в этой системе – это герметичность, чтобы поток, всасываемый вентиляторами, проходил только через радиатор, а не через различные отверстия вокруг. Поэтому его надо посадить как можно плотнее. Вот подрезать тут крепление, пересверлить отверстие, наверное, предстоит сейчас это все сделать. Ну, на крайний случай, если уж совсем ничего не получится и расстояния будет мало, посажу уже вентиляторы просто на сам радиатор. Но это крайний вариант. Под капотом всему этому, как обычно, мешает передняя турбина. Расстояние от нее до посадочного места на радиатор крайне маленькое. Ну вот буквально парочку сантиметров у нас есть. И их надо сохранить. Мотор качается при резких стартах от особенности и может разбить вентилятор. Также температура у турбины бывает не самая маленькая, а достаточно большая, и пластиковый вентилятор может расплавиться. Также предстоит сделать нижние крепления и верхние крепления для того, чтобы посадить его в штатное место. У Subaru оно немножко в других местах. Это надо будет все отрезать и переварить. Ну вот такой у меня план действий и работы с этим радиатором. Так что приступим. Кому это интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и самое главное, пишите комментарии. Это не первая моя тема про систему охлаждения и про переварку радиаторов. И я уже начитался разных комментов. Вот, кстати, некоторым ответ на расположение входов-выходов на штатном радиаторе. Вот они расположены с краю, ничего страшного. Внутри нет никакого распределителя потока. И тоже ничего, работают, делают так. Тюнинг.
Основное правило тюнинга гласит: купить тюнинговую деталь – это дорого, но сделать такую же тюнинговую деталь еще дороже. А вот переделать уже сделанную деталь в 2 раза дороже, чем то и другое вместе взятое. Даже учитывая тот факт, что этот радиатор от Subaru очень похож по габаритам, по всем размерам на тот, который стоял здесь в оригинале на Eclipse, все равно пришлось его очень сильно кромсать. Пришлось срезать 3 опоры крепления, срезать выход на крышку и расширительный бачок, переделать входы-выходы патрубков, ну и сделать крепление. Делать все это приходится достаточно аккуратно, чтобы потом можно было все это вернуть в исходное положение, то есть все заварить. Теперь, когда весь радиатор порезан, осталось его сварить. Пожалуй, на этом модификации радиатора закончится. Я сделал нижние крепления поближе к телевизору, чтобы как можно больше сместить весь радиатор в телевизор и отдалить его от мотора. Оба выхода на патрубки приварил под углом, для того, чтобы патрубки легли как штатные. Крышку я разместил в верхнем патрубке. Это, в принципе, классика для Г2. Расположение крышки в патрубке. Также закрыл старое отверстие, ну и переделал крепление. В общем-то, радиатор готов к установке в машину. Ну, кстати, в лучших традициях видосов по реставрации надо, наверное, взять вот эту вот деталь. Это, кстати, очень редкая деталь от мотора 4G63, от второго поколения Eclipse, которую я нашел также у себя в гараже. Валялась она в подвале. Но я думаю, в видосе про этот хлам из гаража там еще будут другие такие детали, но это одна из них. Стоит, наверное, снять про нее прям отдельно реставрационное видео. Как думаете, насколько реально эту деталь восстановить в состоянии новой? Ну, напишите в комментариях, получится у меня это или нет. А я попробую сейчас со всеми деталями засунуть ее в аквабластинг. И что из нее получится, увидим дальше. Расположение патрубков, в принципе, напоминает штатное. Оба патрубка легли в свои ниши. Ну и, надеюсь, ничему не будут мешать. По крайней мере, сейчас штатному впуску и вентиляторам они мешать не будут. Все прошло достаточно хорошо. Крышка радиатора встала так, что капот закроется, а вот выход на расширительный бачок
Я надеюсь, что я его поставлю с этой стороны, потому что иначе я ошибся. Ну да, здесь места нет, поэтому точно поставлю с этой стороны. Но если с радиатором охлаждающей жидкости еще все понятно, его можно переделать вот из такого алюминиевого, то с радиатором кондея выбор вообще очень мал. Повесить штатный радиатор от Legnum, который, в принципе, пошел бы по конфигурации, не получается. Все потому, что радиатор на Legnum, как и основной, так и кондея, больше, намного выше, чем радиатор от Eclipse. То есть радиатор кондея на Legnum примерно на 5 сантиметров выше и совершенно не влезает в посадочное место на Eclipse. Но штатный радиатор, который был от 420 мотора, а у него выходы именно в нужную сторону, там, где проходит кондей у 6А13, у Legnum, у VR4 у Гаванта, поэтому он бы нам подошел, но наш радиатор в ужаснейшем состоянии, он практически в хлам, то есть нечего здесь восстанавливать. Ну и тут мне подфартило с запасами в гараже. Я нашел абсолютно новый радиатор от кузова D31 от Eclipse 420 мотором. Как он оказался у меня, я не знаю, но вот нашелся в гараже, когда я собирал хлам для мотора 4G63. Это тот видос, точнее серия видосов про мотор из гаража, из хлама в гараже. Кто не смотрел, зайдите, посмотрите, скоро будет новая серия. Кстати, заказать такой радиатор сейчас практически нереально. Есть они на eBay, там, да, но вот по каталогам новый вообще никто не возит. Найти бэушный в хорошем состоянии тоже это нулевая возможность. Поэтому вот повезло так повезло. Но помимо радиатора кондея, конечно, еще предстоит установить и найти трубки. Где их искать, вообще не знаю. Придется, скорее всего, сваривать из нескольких что-то похожее на конфигурацию стокового. А так, в принципе, трубки от штатного D31 кузова, кондейные трубки, подошли бы. Не знаю, может, у кого-нибудь есть кондейные трубки, посмотрите, напишите в комментариях. Буду очень благодарен за вменяемые деньги даже любым бэушкам. Теперь, когда система охлаждения, в принципе, можно сказать, готова, конечно, я еще поменяю мелкие патрубки, которые идут на печке, на силиконовые, ну, точно поменяю. Но прежде чем это сделать, придется все разобрать. Как раз сейчас самый тот момент, когда можно будет привести в порядок вот эти все алюминиевые детали из системы охлаждения, снять впускной коллектор и покрасить клапанные крышки. Ну, в общем, когда наведу марафет, тогда продолжу собирать систему охлаждения. В очередной раз воспользовался химозой от Камели. Вот поставил откисать, пока еще не весь мотор разобран. Но здесь стало гораздо больше места. Я удалил все патрубки, систему впуска, электрику. Конечно, очень было бы здорово, если бы в машине всех этих систем не было. Такая бы красота. Чистый мотор, чистый моторный отсек. Я постоянно жалуюсь на то, что вот приходится разбирать, собирать по 200 тысяч раз эти тюнячие проекты. Но на самом деле это так. Как бы для любой работы, которую надо провести, надо систему всю собрать, посмотреть, там, разметить, примерить, потом все собрать, разобрать, собрать, разобрать. И так для бесконечности. Вот в очередной раз я вот сейчас разбираю эту систему для того, чтобы там проложить патрубки. Вот. Да, конечно, можно было что-то сделать сразу, но не всегда так получается. Иногда этого просто нет. Ну а между тем, все то, что я сейчас разобрал, уже в принципе известно, как будет выглядеть после того,
как я проведу с ним эти реставрационные работы. Вот впускной коллектор до обработки, а вот он же самый после обработки в аквабластинговой камере. Соответственно, все части системы охлаждения, вот выходы на патрубки, вот до, вот после, вот до, вот после. Вот система хаузинг термостата, соответственно, такой вот был. И вот такие вот были топливные рейки, вот такие они станут. То есть все классически, все по одному и тому же сценарию. Ну, разве что в этот раз я покажу сам процесс, как происходит преобразование из вот такой детали в вот такую. На 6А13 твин-турбо или не твин-турбо, но на Алиэкспрессе сейчас можно запросто купить набор силиконовых патрубков. Правда, стоит он достаточно дорого, а в тот момент, когда мы хотели его заказать, чтобы он пришел к сегодняшнему дню, он стоил вообще безумных денег. Но факт, комплект есть. Состоит он из патрубков печки, из патрубков мелких, которые соединяют на дроссели на турбины, ну и, соответственно, конечно, из патрубков радиатора. Тот комплект, который продается на VR4, все равно бы не очень подошел для Eclipse, потому что мне приходится применять два длинных патрубка, уходящих на печку. Вот эта система, которую я уже строил, которая работает. И здесь оба одинаковых длинных патрубка от VR4. Поэтому в наборе силиконовых их бы не оказалось. Пришлось бы все равно что-нибудь совмещать. Поэтому я взял разные комплекты, разные универсальные патрубки, и из них теперь буду собирать то, что мне нужно. Составные на печку, тут в основном от Eclipse, от Lancer и непонятно от чего, но по конфигурации многие из них очень похожи на то, что надо. То есть длинный выход и длинная прямая. Так что что-нибудь сейчас из этого соберу. Получится комплект. Для чего же мне все эти заморочки с силиконовыми патрубками и алюминиевыми радиаторами? Ну, все дело в том, что на современных системах охлаждения система стоит под давлением и ограничена на крышкой примерно в 1,1 бара. Старые системы были где-то на 0,9 барах крышки. Вот на тюнячек частенько ставят крышки 1,3 бара. Что это дает? Прежде всего, это поднимает температуру закипания охлаждающей жидкости. То есть, если у нас на крышке 0,9 это там ближе к 110 градусам, да, то на крышке 1,3 это уже там за 120 градусов точно. Это дает возможность использовать более горячую жидкость до момента ее вскипания. Второй момент – это надежность. Силиконовые патрубки, они практически вечные. Честно говоря, за где-то лет 15 эксплуатации этих патрубков я еще ни разу не видел, чтобы они вышли из строя, если они правильно установлены. Если они ни обо что не трутся, если они не стоят вот так на излом, то они еще у меня ни разу не приходили в негодность. Что не скажешь о родных резиновых патрубках. Эти шланги не надуваются, держат большое давление. Резиновые подвержены вот этой деформации, надуванию при вскипании, при большой температуре. Поэтому стоит заморачиваться с силиконом. Ну и плюс, конечно, это красиво. Хотя, честно говоря, на вкус и цвет товарищей нет. Кому нравятся синие патрубки, кому-то нравятся черные патрубки, кому-то нравятся красные. Каждый волен для себя решать, что ему ставить. Многие любят как сток черный, но черный тоже бывает силикон. Какие патрубки нравятся вам, напишите в комментариях. Вообще, и считается ли тюнячкой синие патрубки под капотом. Ну и пока тут химия от Камели отъедает остатки грязи, я перейду к другой работе, тоже по очистку всей этой грязи. Меня же ждет процесс очистки аквабластингом. Кому интересен подробный процесс очистки деталей, напишите в комментариях. Я буду знать и вставлять его побольше, если будет этих отзывов достаточно много.
Процесс очистки деталей в аквабластинговой камере – дело непростое и не быстрое, а еще сложнее весь этот процесс передать на камеру. Таймлапс, ускоренное видео или кусочки отдельного процесса в нормальной скорости. Как по вашему мнению, что смотрится информативнее, что смотреть интереснее, напишите в комментариях. В результате, как я уже и говорил до этого, детали выглядят ровно так же, как и все предыдущие очищенные детали. Но в этот раз я еще почистил дроссель, притом дроссель я, конечно же, не стал чистить внутри, то есть дроссельную заслонку помыл только химией, а весь корпус, все остальное очистил. И, кстати, вот этот теплообменник, который стоит на дросселе, я попробовал его сначала скрутить, но тут такие вековые закисшие болты, что не стал я его мучить, высверливать и все остальное, а почистил в сборе. Потому что этот теплообменник, он нужен для того, чтобы в морозную погоду дроссель не замерзал и не заблокировался. Поэтому сюда подведен подогрев от системы охлаждения, и она его нагревает постоянно, держа температуру в плюсовой, не давая замерзать холодному воздуху, который может превратиться в лед в самом дросселе, тем самым заблокировать дроссельную заслонку и тем самым привести к какой-то аварийной ситуации. Теперь еще один важный элемент всей этой конструкции – это хомуты. Да, я думаю, большинство без проблем бы повесило вот такие червячные хомуты и не парилось. Но в оригинале идут вот такие пружины. То есть хомут, который постоянно держит под давлением, сжимает постоянно патрубок и не дает ему выйти. Ну и если делать какую-то альтернативу оригинальным хомутам, то ставить надо вот такие силовые, которые идут под болт и держат все это соединение прочно. Есть большие, есть маленькие. Но, по крайней мере, они хоть как-то держат систему. Любые червячные хомуты в этом деле совсем неприменимы. А все потому, что система находится под давлением. И вдобавок резиновый патрубок является демпфером. В моторном отсеке очень много вибраций, и все эти хомуты, которые на болтах, они имеют свойство раскручиваться. Я же поставил взамен оригинальных скоб пружинок, такие же скобы-пружины, но большего диаметра. Все дело в том, что силиконовые патрубки чуть большего диаметра, и когда их надеваешь на выходы-входы, то получается еще больше диаметр, и родных, к сожалению, хомутов не хватает. Поэтому пришлось купить целый комплект не оригинальных, но достаточно качественных хомутов в виде пружинок.
опрессовала систему. Система сейчас практически держит 1,5 бара. И никаких течей не дала. Патрубки вон стали квадратные, надулись. Такого давления в системе вообще не бывает. Но она выдержала. Можно пустить, чтобы не издеваться над ними. Вот они вернулись в свое исходное положение. В итоге я, конечно, никому никогда не смогу объяснить, от чего получились патрубки. Часть от Эклипса, часть от Лансера, часть от непонятно чего. Я уже это говорил. Но конфигурация получилась вот такая вот. Все встало. Единственный патрубок нижний, который очень самый длинный, пришлось соединить из двух. Все остальные подобрал как есть. Но прям подобрать от разных моделей будет трудно, поэтому, скорее всего, проще все-таки брать набор от 6013 целиком и уже из него колхозить все эти силиконовые соединения. Клапанные крышки я также отдал в порошковую покраску. Ну, я считаю, что самым оптимальным для клапанных крышек будет порошок. Это бензо-маслостойкая покраска, которая будет здесь вечно. И в то же время, если не ставить вот этот защитный кожух сверху, то красивые крышки будут очень красиво смотреться. Но перед тем, как их покрасить, их пришлось очень сильно защитить. Обо всем этом процессе я расскажу подробно при переборке этого мотора. Ну а сейчас мне предстоит опять все это разобрать и приступить к съемкам следующей серии, в которой я как раз и займусь дальнейшими продвижениями, электрикой, спуском. Надеюсь, что скоро будут готовы фланцы, и я сделаю выхлопную систему. Кстати, я открыл новый канал, ну он как бы был, называется он NeoFuck. Ну да, звучит ругательно, но этот канал именно создан для того, чтобы я мог отвечать на ваши комменты в виде видео ответов. Поэтому пишите комменты, те, которые мне понравятся, или мне кажется, что потребуют какого-то видеообъяснения, я все ответы буду размещать там. Ссылка на канал будет в описании, ну и под каждым комментом, где будет видеоответ, будет, конечно же, ссылка на это видео с видеоответом. Так что подписывайтесь и на канал NeoFuck тоже. Но работы с Эклипсом я продолжу не сразу. Все потому, что надо уделить время вот этой машинке. Это Тибурон, про него тоже уже целый сериал. И он почему-то просматривается намного лучше, чем видео про Эклипсы. Ну, эклипсоводы, ну как, поддержите, ну как же так? Канал в основном об Эклипсах должен иметь больше просмотров именно по Эклипсам, а не по Тибуронам. Как такое может быть? И неужели настолько популярная машина Тибурон? Напишите в комментариях, действительно это так. Вы так считаете или нет? А я же на этом прощаюсь. На сегодня это все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Делайте донаты, хоть какие-то-нибудь на мое творчество. Главное, что репостите мои видео своим друзьям, продвигайте их в сети. Всем удачи, всем пока.